Доброго здоровьячка, хунту и хунтуберы. Мы из Украины. Сегодня не только о том и не столько о том, что Марченко теперь снова в Николаеве. Сегодня больше о том, что будет с нами происходить в самое ближайшее время. Про Антоновский мост слышали уже все? Многие ночь не спали, чтобы уж точно не пропустить эту новость. Да, Антоновский теперь стал полностью пешеходным. Не более. Да, Марченко теперь в Николаеве. Да, да и да. Общую картину портит ситуация с «Нафтогазом», но об этом во второй части ролика. Ситуацию с правобережной частью Херсонской области можно уже сравнить с островом Змеиный. И вот почему. После того, как ЗСУ нанесли первый бумс по острову Змеиный, и дураку было понятно, что любой контингент на этом клочке суши посреди Черного моря стремится поскорее встретиться с Создателем, причем по доброй воле. Ведь находятся они под полным контролем ЗСУ. Но российское командование в мудрости своей не понимало этого или отказывалось понимать, отправляя свои «Жигули» 2 месяца подряд, по сути, к лестнице на небеса. И чем все закончилось? Вполне ожидаемым и прогнозируемым жестом доброй воли. Аналогичная же сейчас ситуация на правобережной части Херсонской области, ведь ЗСУ вполне доходчиво продемонстрировали на прошлой неделе, что основные мосты, связывающие левый берег Херсонщины с правым, под контролем наших ландшафтных дизайнеров. И мы будем эти мосты валить. А пока воспользуйтесь ими для вывода своих потернитов с правого берега, согласно жесту доброй воли. Ведь отсутствие мостов – это не только нарушение снабжения, но и отсутствие путей для бегства. А без постоянных поставок ров не смогут продержаться долго. Причем, если со Змеиного толпы мобиков хотя бы эвакуировали, то здесь эвакуация многотысячного контингента будет весьма проблематичной, если не сказать больше, нереальной. И что мы видим? Российское командование приняло, как всегда, худшее для своих же военнослужащих решение, и даже хуже худшего. Ведь оно не только оставило контингент ров на правом берегу, но и стало возводить понтонные переправы. Так, на этой неделе через Мелитополь на Херсон прошло понтонное подразделение ров численностью 45 единиц техники. В районе Антоновского моста начаты укрепительные береговые работы по возведению понтонной переправы через Днепр. То, что фоном я показываю не Херсон, а учения в Беларуси, ничего для русских не меняет, кроме ширины реки. И еще то, что белорусы учились, никуда не торопясь. А под Херсоном у русских над головами постоянно будут висеть наши глаза и корректировать действия наших дизайнеров. Ландшафтных дизайнеров, конечно. В Херсоне были замечены в районе морского порта собранные звенья понтонных переправ длиной 50-60 метров. Также в районе реки Конка фиксировались звенья, которые должны будут компенсировать потерю Антоновского железнодорожного моста. Возведена переправа через речку Ингулец в районе Дарьевского моста. Разумеется, эти переправы не будут стоять без дела, ведь командование РОВ планирует в ближайшее время усилить правобережную группировку. А теперь просто вспомните, как эти красавцы возводили понтонную переправу через Северский Донец, ширина которого всего 50 метров. Понимаете, почему я сравниваю Херсонщину со Змеиным? Дали Буды. И вот, глядя на то, как ведут себя ЗСУ, я многократно поражаюсь, как на этом фоне выглядят наши банкующие. Почему Бениамину 4,5 миллиарда, а Нафтогазу дефолт? Почему не наоборот? Да, одна из громких новостей последних суток – дефолт Нафтогаза. Нафтогаз не выплатил платеж по еврооблигациям на сумму порядка $300 миллионов, не смог договориться с инвесторами о реструктуризации этой суммы и оказался в дефолте. Почему это случилось? Можно, конечно, начать с разрушения реформы корпоративного управления, случившейся более года назад, но ключевые события, определившие дефолт, произошли в последние месяцы. И да, речь идет о плохом управлении ожиданиями. Причем тут ожидания? Потому что речь идет об ожидании инвесторов. Инвесторы ждали, что Нафтогаз погасит долг. И поэтому, когда компания внезапно вышла с предложением о реструктуризации, жестким предложением, отказались идти на компромисс. Какие глупые инвесторы, скажете вы. Неужели не знали, что в стране война? Неужели не знали, что Нафтогазу надо где-то раздобыть миллиарды долларов на закупку газа в хранилище? Неужели они не в курсе, что цена на газ на европейских рынках улетела в космос? Инвесторы в курсе. Но они ждали платеж, и это проблема не инвесторов, а Нафтогаза. Такой уж этот мир несправедливый. Или наоборот, очень справедливый. Мог ли Нафтогаз заплатить? Теоретически мог. Правда ли, что правительство не разрешало Нафтогазу платить, когда сам глава компании очень хотел? Возможно. Но это та ситуация, которую легко было предсказать. Причем даже к гадалке ходить не нужно.
Именно для этого существуют люди, получающие высокую зарплату. Было очевидно, что государство к сентябрю будет проводить реструктуризацию. Ясно и то, что в тот момент, когда государство планирует попросить инвесторов отложить любые выплаты на 2 года, платеж по долгам госкомпании неуместен, потому что тогда уже изменятся ожидания инвесторов в госдолг, и государству будет тяжело. Да и в принципе логики не платить во время войны больше, чем платить любой ценой. Да, с точки зрения «Нафтогаза», возможно, рационально было считать, что им легче выплатить 300 миллионов сейчас и без проблем получить кредит ЕБРР на $1 миллиард, чтобы получить возможность купить хоть немного газа. Но компания не сферический конь в вакууме. Об этом должен был думать менеджмент «Нафтогаза». Об этом должны были подумать в правительстве, которое, разогнав наблюдательный совет государственной компании, полностью взяло на себя ответственность за управление. Кто из них больше виноват? Пусть решают сами. Нам не очень интересна игра в перекидывание дефолта «Нафтогаза» между лицами, принимающими решения, словно это горячая картошка на пикнике. Вывод. Неплатеж по долгу «Нафтогаза» был неизбежен. Избежать можно было бы только дефолта, если бы грамотно и вовремя выстроить коммуникацию с инвесторами. Война – это фактор, который влияет на все, но даже во время войны можно минимизировать потери. А что сейчас? «Нафтогаз» в дефолте. Государство скоро осуществит реструктуризацию, и потом «Нафтогаз» снова придет к инвесторам с новым предложением. И, будем надеяться, договориться о реструктуризации, предложив инвесторам условия лучше. И будем надеяться, его переговорной позиции хватит, чтобы это была реструктуризация, а не погашение. А то совсем обидно будет. Всем, кроме тех, кто недавно купил еврооблигации «Нафтогаза», надеясь на чудо. Еще и потому будет обидно, что, учитывая украинские реалии, слишком много в таком случае будет подозрений и слухов об инсайдерской торговле. А что с газом? А тут проблема. Главная неприятность дефолта «Нафтогаза» помимо радости в Кремле в том, что это блокирует сотрудничество с кредиторами, например, ЕБРР, что в свою очередь лишает «Нафтогаз» возможности купить необходимый для закачки в хранилища газ, а зима близка, и она обещает быть очень сложной, мягко говоря. Хотя, учитывая безумные рыночные цены на газ, может разумно идти по пути резкой экономии? Прикрутить, так прикрутить. Да, некомфортно. Но такая это уж зима. Зима, когда школы должны закрыться, университеты должны закрыться, в квартирах должно стать гораздо холоднее, а ряд бизнесов возьмут паузу или снизят обороты. И надо заметить, что война и ее влияние на экономику позволит резко снизить потребление в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим. Вариант с ленд-лизом газа пока выглядит фантастическим. Во-первых, сам «Нафтогаз» уже ездил с этим предложением в США и вернулся с пустыми руками. Во-вторых, дефицит газа в Европе и высокие, даже космические цены на него. У США нет свободного газа в Европе, чтобы просто помочь Украине. Тем более в США все очень хорошо помнят историю годичной давности, когда в Украине ломали реформу корпоративного управления «Нафтогаза». И когда госсекретарь США, второй человек в иерархии Вашингтона, был вынужден лететь в Киев и на всех встречах повторять «Нафтогаз, Нафтогаз, Нафтогаз», а его не услышали. И, может, в Киеве о таком быстро забывают, но вряд ли такое способны забыть в Вашингтоне. И помогать с газом теперь там вряд ли будет сильное желание, а без дополнительного желания, без сверхусилия помочь в газовом вопросе в этом году вряд ли можно что-то сделать. Но эмоции в Вашингтоне в газовом вопросе теперь явно не помогают Украине. Так что зима будет длинной, темной и холодной, и это плохая новость. Хорошая, что она не будет катастрофической. Просто будет очень некомфортно. Комфортнее, чем в Мариуполе, но не в сравнении с благодатью шашлыков от Банковой. А потом придет весна. И длинные холодные вечера этой зимы должны помочь нам всем выучить новые уроки и не забывать их. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Пенс. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більше частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш вклад в перемогу України.